Всем привет! Мы продолжаем рассматривать различные масштабные модели из журнальных серий в моей коллекции, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать большой рамный внедорожник марки Chevrolet. Эта модель вышла в рамках проекта Chevrolet Collection. Журнальная серия Бразилии, и это не первый Chevrolet, который есть в моей коллекции. Я уже делал видеообзоры на эту журнальную серию. Кому интересно посмотреть другие модели, можете найти старые видеоролики на моем канале. Но для тех, кто не видел предыдущие видео, вкратце расскажу, что из себя представляет данная журнальная серия. Она стартовала в сентябре 2015 года, завершилась к апрелю 2019 года. Изначально в журнальной серии насчитывалось 40 выпусков, но затем ее продлили до 60 выпусков и еще раз продлили до 71 выпуска. И помимо регулярных изданий, для постоянных подписчиков серии также были бонусные выпуски, которые включали в себя кареты скорой помощи, полицейские автомобили и различные развозные фургоны. Свою модель я покупал довольно давно, около 3 лет назад. Заплатил за нее, по-моему, 5 евро 95 центов. В переводе в рубли это около 600 рублей по нынешнему курсу. И я посмотрел, в России такие модели продавали за 800 рублей, что тоже относительно недорого за такую модель, с учетом того, что она поставляется в дисплей-кейсе. И я покупал модели выборочно, в основном те варианты, которые не предлагаются другими производителями в 43-м масштабе, и модели, которые визуально нравятся мне. Такой Chevrolet больше я в продаже от других производителей не видел, хотя модели сделаны на пресс-формах XO Models, и некоторые модели, которые выходили в бразильской журнальной серии, дублировались в серии White Box. Например, похожий Chevrolet, только другого года выпуска, был у White Box в бежевом цвете. Он стоил чуть дороже, чем журнальная серия. Других отличий, помимо цвета, на моделях я не заметил. Также эта модель комплектовалась журналом, но свою модель в магазине я купил без журнала, они были по скидке. И интересно то, что на эти модели сильно различается цена. Например, один выпуск стоит 3 евро 95 центов, второй выпуск может стоить 5 евро 95 центов, и самый дорогой выпуск, который я видел в продаже, стоил 19,95. Почему разница в цене? Мне сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, магазин сам устанавливает цены в зависимости от популярности масштабной копии. И сегодня для сравнения я вам приготовил еще несколько журнальных моделей. Мы посмотрим на их уровень проработки. Также модель от производителя Autobahn, это УАЗ Hunter. Мы посмотрим на его габаритные размеры и чем они отличаются от этого крупного Chevrolet. Ну, давайте не будем медлить, распакуем коробочку и посмотрим на этот автомобильчик поближе. Здесь модель поставляется в прозрачном пластиковом дисплей-кейсе. Также есть блистер, на котором можно ознакомиться с различной информацией, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. На задней стороне тоже есть информация, которая касается журнальной серии. Написано, что эти изделия изготовлены по лицензии General Motors. Уберем блистер, также уберем колпак, также поставляется фиксационный блистер, который предотвращает повреждение модели при пересылке. И в целом у этой модели более-менее аккуратная покраска, нету видимых пятнышек клея на лакокрасочном покрытии, но тем не менее присутствуют различные соринки, также присутствует транспортировочный силикон, криво установленные детали. Не стоит забывать, что это модель из журнальной серии, и все недочеты, которые присущи обычно журнальным сериям, на этой модели также виднеются. Довольно красивый, насыщенный темно-синий цвет. Задние фонари тут сделаны в хроме, покрашены красным лаком стоп-сигнала. Присутствует надпись Chevrolet на крышке багажника, она изготовлена там по печати. Также установлены регистрационные номерные знаки. И если присмотреться, то практически на каждой детали присутствует хвостик от литника. Конечно, можно было срезать как-то детали более аккуратно, чтобы не торчали вот такие ушки. Вполне хорошие колесные диски. На диске есть рельеф, также диск обут в резиновую покрышку. Покрышки более-менее нормальные для журнальной серии. Выразительный протектор, также сбоку есть небольшая маркировка, но надписи отсутствуют. И, конечно, если заменить резину на харьковскую, у модели будет более реалистичный и правдоподобный вид. Но опять же, у харьковской резины нету таких аналогов под большие крупные внедорожники. Также присутствуют подножки.
Они покрашены серебристой краской. Дверные ручки тут отлиты единым целым с корпусом автомобиля. Также присутствуют декоративные шильдики на задних крыльях. Стеклоочистители установлены не очень аккуратно, мутноватые стекла. Внутри виднеется зеркало заднего вида. И, кстати, я сейчас заметил, на моей модели кверх ногами установлена облицовка радиатора. Если присмотреться, надпись, которая здесь находится с нижней правой стороны, вверх ногами. И она на настоящем автомобиле должна находиться в верхнем левом углу. Ну, вот такой внедорожник. Также указан прототип, год прототипа 1971 и присутствует значок Chevrolet. И эти модели можно покупать ради дисплей-кейса, но, конечно, дисплей-кейсы тут получаются именные. Если вы хотите поставить другую модель, то вам надпись Chevrolet нужно будет как-то заклеить. Но дисплей-кейсы очень хорошие, на мой взгляд. Они сделаны под наклоном, и сюда поместится довольно крупная масштабная копия. Например, советская «Чайка» или лимузин «Зим». Можно открутить модель от подставки. Она прикручена двумя винтиками под крестовую отвертку. Обычно на моделях от Exo Models шляпки винтов под треугольную отвертку, но здесь в этом плане проще откручивать масштабную модель, потому что не у каждого находятся в наличии отвертки под треугольную шляпку. Очень примитивно изготовлено днище, указан прототип, масштаб 1:43. И даже на многих моделях из российской журнальной серии «Автолегенда СССР» днище выполнено более копийно и реалистично. Здесь, я считаю, производитель схалтурил. И для сравнения могу вам показать другие модели, которые находятся в моей коллекции. Например, УАЗ Хантер. Я думаю, каждый из вас знает габаритные размеры этого внедорожника. И если его поставить рядом с внедорожником Chevrolet, то он будет значительно мельче. Правда, УАЗик повыше, чем модель Chevrolet. Беру подставку, чтобы она не мешала. И также вы можете посмотреть на уровень проработки бауэровской модели. Он тоже довольно хороший. В этой модели открываются передние дверцы. Задние фонари сделаны из прозрачного пластика. На этот УАЗик я поставил регистрационные номерные знаки из фототравления, чтобы придать модели более реалистичный вид. А каких-либо других доработок я не делал. Изначально был окрашен салон. И, по-моему, этот бауэровский УАЗик обошелся мне в 250 рублей, что относительно недорого за такую модель. И опять же, других аналогов в 43-м масштабе, помимо журнальной серии, такого УАЗика я не встречал. Была ручная работа, но это уже, скажем так, другой ценовой сегмент и другой уровень проработки. И могу показать еще один внедорожник. Аро. Он тоже значительно мельче, чем модель Chevrolet. Но у Аро вполне хорошая детализация для моделей журнальной серии. И как вы можете видеть, Chevrolet намного шире, чем румынский внедорожник. Тоже установили регистрационные номерные знаки. Похоже, светотехника с черными точками внутри. Задние фонари у Аро тоже сделаны из прозрачного пластика. Присутствует запасное колесо. Также мутноватые стекла. Точно такой же черный салон, окрашенный в массе. Дверные ручки также отлиты вместе с корпусом автомобиля и обозначены серебристой краской. И точно так же установлены стеклоочистители не очень аккуратно. Так что независимо от того, для какой страны выпускается журнальная серия,
У нее присутствуют различные недочеты. И могу вам показать еще одну модель из серии Chevrolet Collection. На нее я уже делал детальный видеообзор. Это Chevrolet Opala Diplomata 92 года. Тоже довольно крупный автомобиль. По размерам он примерно такой же, как внедорожник Chevrolet. Вы можете посмотреть, длина примерно такая же. И эта модель покрашена более аккуратно. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного внедорожника марки Chevrolet. Собираете ли вы иномарки или только отечественную технику? Какие модели зарубежного производства есть в ваших коллекциях? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.